И снова всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и я продолжаю обзор своего костюма. В предыдущих видео я подробно рассказывала отдельно о штанишках, отдельно о курточке. И рассказывала плюсы и минусы, и что бы я еще изменила. В этом видео я как раз и расскажу об этих изменениях. Если вы заметили, то изменила я и в курточке, некоторые есть нюансы, и в штанишках. И начну я, наверное, все-таки со штанишек. Специально надела на себя, чтобы показать вам, как говорится, в полный рост, чтобы вы оценили мои изменения. Может быть, даже, кстати, кто-то и заметил уже эти нюансики, да. Я сейчас не буду об этом говорить. Для начала я хочу показать вам на себе штаны. То есть, что в штанах изменилось. Даже курточку сниму сейчас, чтобы вы уже подробно все увидели, что было и что изменилось. Во-первых, я убрала резинку по низу. Сделала более широкие, но можно было бы сделать еще шире, но однако же я уже убрала все лишнее, когда... Перед тем, как наставлять вот эту полосочку, вы заметили, да, что я вставила полосочку. То есть полностью распарывала полностью все брюки, наставляла вот здесь полосочку и сверху, и синтепон полосочка, и подкладку, конечно же, тоже расставляла. Но, однако же, вот эта полосочка, она не сделала мне той ширины, которую я хотела. То есть сначала я все отрезала, а потом я решила наставить. Ну, в общем, вот такие у меня штанишки получились. Конечно же, более комфортные, несмотря на то, что они меня увеличивают, можно так сказать. Но я думаю, что вот эта белая светлая полосочка, серенькая, она не белая, она серенькая, допустим, на фоне снега, я думаю, что она будет максимально незаметна и не будет она меня расширять. Ну, я так, по крайней мере, надеюсь. Когда я еще была молодой, я любила больше комфорт внешний. То есть мне хотелось... Не то, что хотелось, я старалась делать так, чтобы я именно внешне выглядела идеально, с иголочки. Но со временем, с возрастом, ну, почему-то вот у меня изменился этот взгляд. Мне сейчас больше нравится комфорт, то есть именно по ощущению, не по внешнему виду. Мне очень важно, как я себя ощущаю. Итак, я сейчас сниму штаны и покажу вам все эти изменения. Итак, я сняла штаны, но не сняла ботинки. Хочу показать вам, ну, чтобы вы видели, да, какая тут есть изюминка. То есть у меня здесь идет широкая резинка, не для того, чтобы не слетали штаны, именно эта резинка. То есть не для того, чтобы не слетали ботинки, а для того, чтобы, когда, допустим, ну, я с собакой гуляю, и бывает такое, что мне приходится ходить по сугробам, да, для того, чтобы не поднималась вот эта часть штанов и не попадал снег именно в ботинки, да, то есть вот такая у меня защита. А резиночка пришита, смотрите, вот она у меня планочка. Вот так она у меня планочка сшита. И получается, что вот здесь, где я пришивала подкладку с планочкой, я туда вшила эти штанишки, то есть эту резиночку. Заменить, в принципе, ее можно будет заменить, если она вот здесь протрется. Ну, это вообще без проблем. Что я еще поменяла, я уже говорила, вставила вот такую вставочку. У меня полосочка, сейчас я найду метр. То есть я достаточно так свободно сделала, да, в итоге у меня штаны достаточно свободные. Вот так в готовом виде 8 сантиметров и с другой стороны 8 сантиметров. Конечно же, то же самое я сделала из изнаночной, то есть на подкладочке тоже вот она 8 сантиметров подкладочка, да, наставлена. И получается, что я прибавила плюс 16 сантиметров. Но можно было сделать и поменьше. Можно было сделать здесь поменьше, там поуже, то есть пошире. Ну, вот я как бы так хотела, но, ну, как сделала, так сделала. В общем, еще раз говорю, в следующий раз буду умнее, да. Лучше сделать шире и потом обрезать. Но я, в принципе, так и сделала. Сначала сделала шире, потом обрезала, потом оказалось, что зря обрезала. Вот. В общем, вот такие у меня получились штанишки, более комфортные, более свободные. То есть я могу не только в них ходить
наклоняться, ну и падать вполне. Ничего со мной не случится. Еще раз говорю, ткань у меня такая, что она не промокает. Не промокает и даже не намокает. Вот эта вот серенькая, она немножечко намокает сверху. Ну, то есть видно, да, когда она, на нее попадает снег, там влага какая-то. Но она не промокает. Во-первых, здесь достаточно толстый синтепон, еще и подкладка. В общем, со штанами, наверное, все. Я пока их убираю в сторону. И что я изменила в курточке? Сейчас напомню, что я хотела изменить, и расскажу, что я в итоге изменила. Хотела аккуратненько вот здесь подпороть, отпороть вот эту часть и вставить люверсы. Но в итоге я распарывала, то есть выпарывала полностью капюшон, потому что, во-первых, я захотела сделать его чуть-чуть вот сюда глубже, видите? То есть, опять же, я вставила полосочку. Получилось как декор. Сначала я на этой полосочке сделала люверсы, установила. Естественно, тоже здесь синтепон. То есть, синтепон двойной. То есть, вот чтобы такой пышный был воротничок. Ну и, естественно, все это пришивала заново. Что касается карманов, тут я, наоборот, хотела полностью убирать вот эту вот листочку, или как этот клапан, да, полностью менять мешковину, то есть делать шире. Но в итоге я все-таки чуть-чуть здесь подпорола, чуть-чуть здесь, то есть по сантиметру. У меня там был запас, слава богу, здесь и здесь немножко подпорола, и вполне получился удобный карман. То есть я даже и мешковину не меняла, я и эту штучку не меняла. Единственное, что я ее отпорола, вот здесь она у меня была пришита, здесь прихватила чуть-чуть такими, ну, ниткой-иголкой, да, ручными стежками, и вот эту штучку, она у меня была широкая, я ее просто вот так подвернула, здесь сделала кнопочку. Можно было сделать кнопочку и сюда, чтобы карман закрывался, но я решила просто вот сделать как декор. То есть кнопка не функциональная, не застегивается. Ну и в принципе все. И еще я хотела, чтобы у меня воротник был чуть пошире. Я его и сделала чуть пошире. То есть сделала вот такую вставочку. Я имею в виду вот здесь. Я немножечко еще расширила. Я когда делала обзор куртки, говорила, я делала расширение, или как, расширение, углубление везде. То есть делала свободу на воротнике, на горловине. Но оказалось мало. Так вот, когда я, то есть, выкроила, отпорола капюшон, у меня появилась возможность наставить воротничок. То есть воротничок стал гораздо шире. Почему бы и нет? В общем, вот такая у меня получилась курточка. Воротничок достаточно свободный, то есть здесь не душит, не давит. Капюшон глубокий. Я не могу сейчас, у меня там крабик, да, заколка. Ну, достаточно все равно глубокий. Очень даже хорошо, очень удобно. И, кстати, покажу. Балаклава. У меня будет вот такая балаклава на голову. Вот такая вот. Вот. И сверху очки. То есть это вместо шапки. Я очень постараюсь поснимать видео, как мы будем с дочкой кататься на лыжах. Я очень надеюсь, что я не буду падать. Хотя она мне обещала, что я буду падать много и часто. Вот. И еще у меня одна маленькая новость, очень нужная, очень важная для меня. Я все-таки заказала стол. Дело в том, что я общалась с одним менеджером, наверное, около месяца, и ничего не добилась, но в результате он мне сказал, 35 тысяч будет мой стол стоить, и я же еще хотела съемную полку сверху, вот здесь вот в уголочек. Значит, эту полку он не считал, то есть 35 тысяч это только стол. В итоге, ну, в общем, я с ним месяц общалась, и мне как-то вот, ну, не понравилось. Ну, вот, ну, не лежит душа, да, ну, что-то вот протестует внутри меня. И я нашла другого специалиста, другую фирму, которые мне посчитали вместе, то есть стол вместе с этой полкой мне посчитали 25 тысяч. Естественно, я сразу побежала, я сразу все обговорила, все нюансы, все размеры, все замеры, вообще, что я хочу, что я планирую, и мне насчитали 25 тысяч, и я сразу отдала эти 25 тысяч. Единственное, что стол мой будет готов, ну, приблизительно к 17 февраля, мне так сказали. Очень много заказов, но я уже заплатила, я уже заказала, я уже в предвкушении
предвкушении, как говорится, да, что у меня скоро будет стол. Я сейчас расскажу, какой в итоге я заказала. То есть я не стала там ничего такого замудренного заказывать. Я хотела, конечно, там, чтобы у меня были какие-то много-много всяких ячеечек, но эти ячеечки я потом что-нибудь с ними сделаю. В общем, у меня получается задвигушки будет здесь, 3 задвигушки, 2 полочки сплошные, вот так вот полностью. Ширина стола будет 90, высота стола 92, представьте себе, да, длина не помню, по-моему, тоже 90, да. То есть длина вот этой одной половинки 90, здесь, по-моему, 35 я сказала, серединка, то есть стол-книжка. Полка отдельная будет, нижняя полочка 30 сантиметров, две верхние 15 сантиметров. То есть она будет съемная. Когда я буду собирать свою стол-книжку, я могу сдвигать его к стене и эту полочку ставить сверху. Все, да. Дальше здесь будет 3 задвигушки. То же самое будет с другой стороны. И 2 сплошные полочки для моих вот таких вот больших каких-то деталей. То есть это линейки, это кальки, рулон у меня обычно так. Ну, бывает и маленькие, да, вот, допустим, вот такая вот такой вот рулончик. Для каких-то вот мелочей я такую тоже беру. А бывает и большая, да, то есть вот как раз, ну и бумага для раскроя тоже у меня такая, она толстая и длинная. Ну и, естественно, туда и колодочки я положу и все. В общем, я очень довольна, я очень рада. Ну и уже буду смотреть. И вот эти вот ножки, которые держат вот эту половинку, я попросила 2, чтобы уже было действительно устойчиво. И уже потом буду смотреть, куда я смогу еще какие-то дополнительные, может быть, прикрепить, знаете, есть на присосках, на крючочках, там, неважно, все равно. Может быть, вот к этой полке я сверху еще прицеплю какие-то корзиночки, да, продаются вот на Валберес, по-моему, всякие. Вот, ну, я уже там потом буду думать. А может быть, мне и не понадобятся такие штучки. А может быть, я, допустим, вот на эту полочку куплю какие-то коробочки, да, или какие-то вот контейнеры, чтобы туда все сложить и не просто, чтобы на полке валялись. Ну вот я сейчас даже, смотрите, я сейчас просто сижу, ничего не делаю, он у меня, бедный, тут ходуном ходит. В общем, он меня уже просто раздражает, этот стол. Не знаю, вроде как цел, но, знаете, ему уже очень много лет. Ладно, заказала я мебель, очень надеюсь, что, то есть заказала я стол, очень надеюсь, что он мне долго прослужит за такую цену. И я сказала им, если мне понравится стол, если мне понравится качество, то я буду уже думать о шкафах. То есть уже более так глобально, да, подойду к ним, приду с глобальными такими, ну, желаниями. Вот, потому что в этом году мы планируем все-таки. Я хотела мужа пожалеть, говорю, давай вот 1 год мы сделаем ремонт, а 2-й год мы уже мебель сделаем. Он сказал, нет, будем делать все сразу, ну и перед ремонтом, то есть сначала мебель, а потом ремонт, потому что мебель у меня будет такая, знаете, от потолка до пола, от стены до стены, то есть вот прям вот такая. Это не встроенная мебель, нет. Может быть, кто-то там скажет, что это встроенная мебель. Нет. Просто я хочу такой шкаф, чтобы у меня не было нигде зазоров, чтобы не было нигде свободного места. Чем меньше свободного места вот так вот по стене, тем больше мест хранения в шкафу, правильно? Ну, а у нас есть что туда положить. Вот. У нас, допустим, мужа палатки лежат на шкафу, да, потому что, ну, нет места, где их хранить. Балкона у нас нет, гаража у нас нет, потому что машины у нас нет. То есть вот такие вот такие вещи. У меня у мужа, допустим, есть отдельный шкаф, в прихожке стоит для его рыбацких каких-то приспособлений. А если, допустим, ты рыбак, ты знаешь, что такое рыбацкое приспособление. Когда у тебя там куча палаток, куча каких-то огромных сумок, рюкзаков. Ну, я не знаю, это же и не только летняя рыбалка, это же и зимняя рыбалка. То есть там много всего вот этого вот мелочей, и у него просто уже нет места. И вот я и говорю, что у нас нет каких-то там сарайчиков, гаражей и так далее, даже балкона нет, чтобы где это все хранить. Поэтому вот я и хочу, чтобы шкафы у меня были. То есть у меня на каждом шкафу что-то лежит. И я хочу, чтобы у меня такого не было. То есть на одном шкафу там зимняя палатка, на другом шкафу лежит летняя палатка, там еще какой-то у них
а, Господи, как типа шатра, что-то такое, да, ну то есть там много всякого всего, и вот я хочу, чтобы у меня были шкафы такие, чтобы все это было спрятано, то есть какие-то там дверцы, какие-то задвигушки, какие-то там, ну в общем, чтобы все это было спрятано, ну естественно и для моих тоже вот этих вот ткани мои какие-то там, еще что-то какие-то, в общем, есть что сложить, как говорится, вот я поэтому и хочу такую мебель. А такую мебель купить, я думаю, нереально. Это только под заказ. Вот слава богу, делают сейчас люди, идут нам навстречу и делают мебель такую, какую нам надо. Вот. Так что думаю, что на сегодня все. Не буду вас сильно утомлять. Рассказала о костюме, рассказала о столе. Ну и встретимся в следующий раз. Всем пока на сегодня.